Всем привет! На видео с огромной печенькой Орео вы набрали нужное количество лайков. Поэтому сегодня у нас наконец-то видео с большой едой. В этот раз это вот такой огромный рожок с мороженым. Поехали! Для начала отправляемся в магазин за всеми нужными нам продуктами. Самое основное это сливки. Их нужно очень много. Мы взяли около 70 упаковок. Второе это сгущенка. Берем целых 5 килограмм. Мы хотим сделать мороженое с фруктами, поэтому берем бананы. А также замороженную клубнику. Еще нужна мука. Берем сразу побольше. Какой-нибудь топпинг для мороженого, сахар, яйца и в принципе все, можно отправляться на кассу. Общая сумма покупки составила 3500 гривен. В рублях это 9000. Возвращаемся на кухню и начинаем готовить. Начнем, наверное, с мороженого, так как оно еще будет долго застывать. Итак, сейчас на столе все сливки, которые мы купили. Самое долгое это их открывать. Берем тазик и начинаем его заполнять. Сами сливки нужно подвзбить. Обычным миксером это делается крайне долго, но тем не менее, хоть немного они доувеличились в объеме. Теперь можно открывать сгущенку и выдавливать в тазик. Целых 5 килограмм. И вручную перемешиваем с помощью венчика. Настало время фруктов. Берем бананы и обрезаем у них хвостики. Надрезаем кожуру и снимаем. И каждый банан нарезаем на кусочки. И наши уже нарезанные бананы пересыпаем в тазик. А также открываем клубнику и высыпаем целый пакет. Жаль, конечно, что все фрукты всплывают вверх. Из-за этого в конечном итоге их видно не будет. Все это остается только заморозить. Чтобы охладить все это как можно быстрее, мы решили воспользоваться жидким азотом. Одеваем перчатки и можно заливать. Кто не знает, температура жидкого азота минус 196 градусов. И он очень быстро испаряется. То есть наша жидкость сразу, конечно, не замерзнет. Только небольшая ее часть. А все остальное станет просто супер холодным. Отправляем тазик в морозилку до полного застывания. Хотя бы дня на 2, потому что объем просто очень большой. И теперь самое сложное – рожок. Мы заранее подготовились и сделали вот такой конус идеальной формы из нержавейки. С его помощью будем потом формировать рожок. А пока займемся тестом. Нам нужно какао, мука и сахар. Открываем муку. И высыпаем в тазик. Всего нужно примерно 7 килограмм. Следом какао-порошок, 4 пачки по 100 грамм. И самое последнее из сухих ингредиентов это сахар. Открываем и высыпаем килограмм. Теперь всю эту сухую смесь тщательно перемешиваем. Открываем яйца и разбиваем. Все 20 штук в тазик. Также подливаем немного масла, так тесто будет более эластичным. И конечно же вода. Вливаем ее и перемешиваем. Делаем так до тех пор, пока тесто не станет густым. Расстилаем какую-нибудь пленку и вываливаем на нее тесто. Начинаем его раскатывать. Толщина нужна примерно сантиметр. И спустя 2,5 часа все готово. Сверху прикладываем наш конус и заворачиваем. Край поливаем водой. Докручиваем до конца и получаем вот такой ровный слой из теста. Естественно, заранее мы разогрели нашу огромную печку. Можно отправлять туда тесто. И как же мы были разочарованы, когда увидели, что тесто порвалось. За кадром пару раз мы все это переделали, но это никак не помогло. Оно просто нагревается и под своим весом спускается вниз. Ладно, сделаем по-другому. В общем, было принято решение использовать конус как основу. Делаем новое тесто, но уже более жидкое, как для вафель. Для этого опять берем яйца. И разбиваем миску 15 штук. Сверху всыпаем 800 грамм сахара. И с помощью венчика все это перемешиваем. Пока сахар не растворится. На этом этапе можно добавить ванилин. Но мы возьмем вот такую ванильную палочку. Она дорогая, но зато многоразовая. Сначала разрежем ее вдоль. Раскрываем и вычищаем всю внутреннюю часть.
Ее отправляем в миску. Но сам стебель не выкидываем. Просто положите его в судочек с сахаром. И спустя 1 неделю весь сахар станет ванильным. Использовать такую штуку можно много раз. Еще нужно масло, в этот раз сливочное. Открываем и перекладываем в кастрюлю. Кастрюлю на огонь и растапливаем. Все это масло вливаем в взбитые яйца. И опять перемешиваем. Остается последняя, мука. Ее тоже всыпаем и перемешиваем, пока тесто не станет вот таким вязким. Готово, но это еще не все. Нужна еще карамель. Для этого в толстую кастрюлю мы всыпаем целых 1,5 килограмма сахара. А также берем мед и добавляем полкилограмма. Ставим все это на очень маленький огонь и просто не трогаем. Оно само растопится и немного загустеет. Наша конечная цель — это вот такая янтарная карамель. Вот теперь можно начинать. Для ускорения процесса берем сразу 2 вафельницы и наливаем в них тесто. Когда вафля готова, достаем ее и поливаем карамелью. Остается только приклеить на конус. И повторяем все то же самое еще более 50 раз. Самое главное — делать это очень быстро, пока вафля горячая и мягкая. Спустя минуту она остывает и твердеет, становясь очень хрупкой. Спустя 4 часа все готово и конус наконец-то обклеен. Достаем мороженое. С помощью шпателей переносим его наверх рожка. И вроде бы все получилось. Но сливок нужно было брать в 2 раза больше. Тогда мороженое получилось бы выше. Остается его только полить топпингом. Само мороженое получилось отличным, даже несмотря на большой объем. Такой нежный пломбир. Можно отламывать вафли и обмакивать их в мороженое. На то, чтобы все это приготовить, ушло 3 дня, пока мороженое замерзнет. Целый день мы потратили на неудачную версию рожка. И наконец-то на 3-й день все получилось. Здесь больше 50 вафель и 25 килограмм мороженого. А если вы хотите, чтобы я еще приготовил что-то огромное, то просто ставьте лайки. 300 тысяч лайков и выйдет новое видео из этой рубрики. Также подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока! Forever young, ever strong, ever brave.